Почему развитие компьютерных технологий, соцсетей и всего прочего убивает людей? И как это работает? С приходом по факту телевидения очень много стало поступать информации, и человек начал воспринимать информацию сначала дозами, чуть-чуть, потому что было сначала радио, потом телевидение, потом мы дальше ушли, там компьютер первый, телефон уже андроидовские эти всякие планшеты, ну и так далее. И все приходило дозами, то есть человек употреблял такую дозу, чуть-чуть информационную. И в эту информационную дозу очень много начало входить информации негативной, ну то есть она по факту коряжится информация так, как выгодно тому, кто ее создает. И это по факту заносится в разум людей, где человек, употребляя много такой информации, перестает сам выделять информацию и что-либо делать. Он просто верит этой информации, дублирует, повторяет, и там, типа, вот так сделайте, какой-то там коуч сказал, заработаете денег, вот это, вот то, третье, десятое, пятое. В общем, это на сегодняшний день так происходит. Но все это приходило равномерно, дозировано. Плюс человек привык к информации, он, типа, без нее не может, ему надо, хочет больше знать, там, и так далее, и тому подобное. Дайте мне это, надо развиваться, надо получать. Все должно быть, я стану гиперактивным мозгом человечества всего. И буду супер все знать, супер все уметь. Но что мы видим, по факту так и не работает это все. Даже примеры, люди получают там несколько дипломов, да, а потом идут в курьеры. Говорят, ну там платят больше. Вот, то есть помимо того, что иметь эту информацию нужно еще правильно потом в жизни использовать. Но если говорить про информационное поле, которое мы слышим, это не только телевидение, это также музыка, как я сказал, соцсети, реклама, там баннеры, да все вообще, то это заносится сюда так глубоко, что человек перестает дробить, где там правда, где неправда, где там это нужно, не нужно и так далее. И если человека отстранить от всего этого там на года, к примеру, то у него там что-нибудь начнет прочищаться. Вот. Но это и то не у всех. Это скажут, ой, я так не могу, мне скучно, я привык там в стиле джаза все делать, мне нужна энергия, музыка и все прочее. И понеслось. То есть это еще не каждый к этому готов. Почему некоторые там приезжают в какие-либо страны, ой, здесь скучно, тоска, нет того, нет третьего, сервис отсутствует, некомфортно. А я хочу то, хочу десятое. Ну, то есть человек уже настолько привык, что дай ему там раскладушку в чистом поле в палатке, он скажет, нет, это как бы не готов. И он готов только к тому, что сейчас увидеть какое-то информационное поле, получить, и что-то там я сейчас буду творить, создавать. Ну, то есть все создают, копируют друг друга по факту в этом информационном поле. Ничего нового, сверхъестественного не получается создать, то есть это идет равномерно, плавно, и от тех, скажем так, идолов, которые присутствуют несколько, да, которые задают одно и то же, а другие остальные просто это все дублируют.
И это, в принципе, плохо в том плане, что не то, что там создание и что-то плохо, хотя все любое создавшееся в этом мире будет разрушать это человечество. Так вот, если мы говорим про соцсети, которые смотрят на сегодняшний день очень большое количество людей, больше смотрят соцсети, чем там телевизор даже. То есть все ищут что-то в интернете, YouTube, там и куча приложений. Туда еще заносят рекламу, туда еще заносят еще какие-то вещички. Кто-то показывает там магию и все прочее. Что только там не увидишь, не найдешь. Любой контент найдет своего зрителя, конечно. И все это по факту задает волну человеку, который это смотрит. То есть он употребляет этот контент, задает себе в голове какую-то волну. После употребления контента не каждый может там сделать такое, типа, это неправильно там и рассудить конкретно, да? То есть большинство делают, впитывают и дальше впитывают. Понравилось. А что ему понравилось? Ему понравилась чисто эмоция. То есть людей цепляют эмоциями. Не правильным контентом, а эмоциями. Так как если посмотреть статистику, научные программы, они по просматриваемости и посещению намного меньше, чем какие-то там девушки, там, не знаю, какие-то экзотерические штучки, магические какие-то штучки. Это собирает больше вообще просмотров. Все хотят там, деньги там, какую-то власть, какие-то супер-супер технологии. Это собирает все прям вау, мы сейчас в космос летим. А все научное в действительности проверенное там временем, да, оно собирает мало. То есть людям это неинтересно, типа скучно. То же самое в институтах, в которых сейчас преподают студентов. Там, я, честно говоря, в ближайшие последние там 5 лет не могу ничего сказать, как там преподают, даже не в курсе. Но до этого промежутка, то есть преподают в формате. Есть старые школы, есть новые школы, да? Есть тоже разные методы. Но мы не про обучение, а про то, что, употребляя контент, человек начинает меняться. И меняться он начинает очень кардинально, в зависимости от того, какой контент он употребляет. Потому что очень много людей хотят классных эмоций, развлекаловки, движухи, танцев, алкоголя сверху еще добавят. И вот этот контент, он вообще там на пиках ходит. Соответственно, что происходит у человека в этот момент в голове, когда этот контент употребляется ежедневно? То же самое, что и там. Человек хочет такой жизни, такой крутизны, как там показывают, столько денег там, девушек, как там все рассказывают, показывают. И он подсаживается, то есть он взял шаблон. Что создает шаблон? Приняв шаблон жизни другого, ты разрушаешь свою жизнь. И они полноценно начинают разрушать свою жизнь, беря шаблон такого не знаю даже, как назвать слово, человека, существа, созданного для употребления. И этот шаблон начинает деградировать общество, потому что каждый примеряет свой шаблон на свою жизнь,
кто-то такой. И начинают двигаться вот так. Развитие и зарабатывание миллиардов супер денег, оно не в ту сторону. Оно только в моменте красивых создания вокруг себя картинок, влияния, где-то власти, привлечение внимания, когда человек хочет очень большого внимания к себе. О, я тут такой, посмотрите, я сейчас покажу, я расскажу вам, что я тут могу. И люди начинают это тоже повторять. Насколько очень одинаково даже посмотреть. Откроешь контента, очень одинаковый контент, информация поступает, просто люди говорят разными голосами. Они смотрят, повторяют. То же самое с самими людьми. Смотрят, о, я хочу вот это сделать. Создать себе такое красивое тело. Это убрать, тут потянуть, тут обрезать, тут это. И создаются такие куклы одинаковые. Это уже не ноу-хау, это уже все об этом знают. Где ты смотришь, от одного врача одни и те же куклы выходят. То же самое с мозгом происходит. Выходишь от употребленного контента, и получается такая же кукла, но только вот здесь. И с этой куклой по факту, ну что, куклы нравятся куклам. Далеко не уехать. И вот теряется полностью истинная сущность человека, его открытие и возможности, для чего он, в принципе, вошел в эту жизнь. Ну а жизнь должна выйти для того, чтобы осознать и понять свою душу, узнать свое предназначение и действия этой жизни для подготовки возможной следующей. Потому что только сейчас есть последние возможности, которые можно использовать. Дальше их уже не будет. Потому что после смерти тело сгниет в земле, а душа просто растворится и поглотится энергией. Поэтому нужно сесть, осознать ситуацию вокруг и понять, сколько осталось времени для своих действий. Никакие деньги, никакую власть никто не заберет с собой. Она растворится и сгорит здесь. Я не хочу жить вечно, только боюсь умирать. Знаю, что все конечно, но не могу не кричать. Я не хочу все знать, но у меня есть цель, и мне нужно понять, когда закроется